Приветствую на канале Панцергренадера. Это третья серия про легендарного фельдмаршала Эрвина Роммеля. В этом видео я расскажу эпизоды, в которых лис пустыни лично участвовал в боевых действиях. Во время французской кампании 1940 года Роммель командовал 7-й танковой дивизией, получившей у французов прозвище «Призрак» за молниеносную скорость наступления и маневрирования. Противник никогда не мог знать наверняка, откуда появятся немецкие танки в следующий раз, возможно, уже у них в тылу. В составе 7-й танковой дивизии имелся 37-й моторизованный разведывательный батальон, в котором служил один из близких боевых товарищей Роммеля, Ханс фон Люк. Он оставил несколько интересных воспоминаний об участии своего командира в бою. Роммель поехал к Динану, чтобы посмотреть, как идет переправа его войск. Он лично принял командование 2-м батальоном и со 2-й волной переправился через реку, где удалось создать маленький береговой плацдарм прямо под носом у французов. Ночью саперы переправили на другую сторону первые танки, и утром 14 мая мы поддержали атаку пехоты. Роммель вновь был там, не мог усидеть на своем командном пункте. Его командирский танк получил попадание, и водитель съехал в ров. Роммеля легко ранило, однако он поспешил вперед под огнем противника. «Он что, заговоренный, что ли?» – спрашивали мы друг друга. Происходившее произвело глубокое впечатление на офицеров и солдат. Пример командира подстегнул и нас. В своей книге «На острие танкового клина» Ханс фон Люк также красочно описал переправу южнее города Арарс и отражение танковой контратаки британцев. Ночью мы переправились на резиновых лодках и, преодолев противодействие противника, сумели создать укрепление перед мостом на неприятельском берегу. Саперы навели понтонный мост, змеей заструившийся через реку среди затопленных барж и лихтеров. Во время форсирования водной преграды, которая вылилась в ожесточенную схватку, Роммель, стоя на берегу и корректируя огонь, служил отличной мишенью для противника. Люди рядом с ним то и дело падали ранеными или даже убитыми. Он будто бы и не замечал происходящего и вновь увлекал нас вперед своим героизмом. Тем временем британцы решили перейти в контратаку восточнее Араса у нас на правом фланге. В тот момент наши танки находились уже гораздо западнее города. Обстановка становилась все более сложной, критической, а потому Роммель вновь решил лично вступить в дело. Ко всему прочему, британцы атаковали новыми танками, Матильдами, которые отличались очень хорошим бронированием. Роммель сразу же понял и тут же вел в дело батарею 88 миллиметровых зениток. Он лично руководил наводкой орудий, что позволило один за другим уничтожить свыше 30 британских танков и вынудить остальные к отступлению. Пока шел бой, Роммель даже не заметил, что один из его офицеров, стоявших рядом с ним, был убит. Множество интересных эпизодов, описывающих бесстрашие Роммеля на передовой, можно найти в книге его адъютанта Хайнца Вернера Шмидта. Роммель с утра до поздней ночи пропадал на передовой. Казалось, что снаряды британской и австралийской артиллерии просто гоняются за ним. Через несколько дней не было никого, даже среди нас, его штабных офицеров, кто лучше Роммеля знал бы дороги пустыни и дальность стрельбы табрукских орудий. Несколько дней Роммель ездил на передовую на своем «Мамонте». Этот грузовик хорошо защищал его от пикирующих бомбардировщиков, воздушного обстрела и шрапнели. Чего-чего, а уж этого во время наших ежедневных поездок было предостаточно. Но Роммель обычно сидел на крыше, свесив ноги в открытую дверь. Где бы ни появлялся генерал, он заряжал своим энтузиазмом и энергией военных всех званий. Он не терпел подчиненных, лишенных энтузиазма и энергии, и был беспощаден к тем, кто проявлял недостаточно инициативы. Вон! И тут же они возвращались в Германию. Наши поездки на передовую начинались рано утром, а заканчивались порой после наступления ночи. Роммель иногда забирал руль у своего уставшего водителя. Он умел прекрасно чувствовать направление,
и обладал сверхъестественной способностью ориентироваться по звездам. В эти дни Роммель лично участвовал во всех атаках на любом участке Тобрукских укреплений. Не в штабе атакующего подразделения, а в составе атакующей части. Зачастую, к досаде оперативного отдела штаба, он сам отдавал приказы на месте, меняя планы в соответствии с обстановкой. Подчиненные ему командиры считали это настоящей занозой в заднице и бурно возмущались. Роммель один из первых появился утром на захваченных позициях близ Тобрука. Генерал полз со мной рядом, как простой пехотинец. Он хотел добраться до какой-то определенной линии окопов. Но не успели мы отползти от захваченных укреплений, как заметили группу саперов, залегших за грудой камней. «Куда вас несет, черт побери!» — закричал нам штабсфельдфебель. Я прокричал им в ответ, что мы хотим добраться до опорного пункта, расположенного, судя по карте, недалеко отсюда. «Не валяйте дурака!» — последовал гениальный ответ. «Томми их снова захватили!» Лежа на земле, я многозначительно показал на свои погоны и погоны Роммеля. Штабсфельдфебель наконец узнал противопылевые очки Роммеля на фуражке, и его речь угасла. Начинавшийся пулеметный обстрел навел нас на мысль, что оставаться здесь дальше нецелесообразно. Мы осторожно поползли назад. Приведу еще несколько интересных эпизодов из книги Хайнца Вернера Шмидта. Взлетно-посадочная полоса в Мекиле была усыпана обломками разбитых самолетов. С короткими интервалами британские машины делали заход, чтобы снова атаковать ее. В разгар одного из налетов на нее приземлился Физелер-Шторх. Из него выскочил радостно улыбающийся Роммель, только что прилетевший с личной разведки обстановки в пустыне. В получасе езды от Бардии, недалеко от Гамбута, я заметил два летевших на бреющем полете самолета. «Воздушная тревога!» — заорал я во весь голос. Показав на самолеты, я нырнул в поисках хоть какого-нибудь укрытия к обочине. Через мгновение «Харрикейны» уже поливали нас свинцом. Они обрушивались на нас, потом делали быстрый разворот и снова пикировали. Они атаковали нас дважды. Когда, наконец, самолеты оставили нас в покое и улетели в сторону моря, я поднялся с земли, чувствуя, что ссадины на моем лице кровоточат. Роммель вылез из своего бронированного мамонта. Его водитель не успел закрыть люк, как туда влетела пуля. Она прошила грудь водителя, чуть не попав в голову Роммеля, и расплющилась о переборку. Роммель сел за руль мамонта и вел его всю ночь. На предложение Альдингера и Шреплера сменить его он отвечал отказом. А вот другой эпизод атаки британских самолетов штабного броневика Роммеля. Мы добрались до намеченного пункта. Танкам и моторизованной пехоте был дан приказ занять оборону. Англичане среагировали на наш визит крайне недружелюбно. В небе появились королевские ВВС. Вражеские самолеты роем пикировали на нас. И я видел, как бомбы со свистом летят прямо на роммелевский мамонт. Генерал и его водитель бросились плашмя на землю. Бомбы со свистом падали и врезались в землю. Когда отгремела первая серия бомб, я подбежал к Роммелю и увидел, что водитель тяжело ранен. Он был весь в крови.
Роммель приподнялся, и к своему ужасу я заметил, что он хромает. «Вы ранены, господин генерал?» — спросил я. «Я ничего не чувствую», — сказал он, хлопая себя по бокам и ногам. Вскоре он обнаружил, что осколок бомбы срезал каблук с его левого ботинка. Смелость и безрассудство Роммеля адъютант генерала отмечает и в другом эпизоде. Передав приказ, я вздохнул с облегчением и велел своему водителю побыстрее ехать в сторону фронта. Я вылез из машины у подножья возвышенности и побежал вверх по склону. Роммель лежал на земле, а слева и справа рвались снаряды. Он был совсем один, поскольку оставил в штабе даже Альдингера, который должен был разгрести накопившиеся горы донесений. Я наблюдал, как Роммель, лежа на животе, внимательно изучал в бинокль местность. У него были плотно сжаты губы, а широкие скулы побелели. Фуражка была сдвинута на затылок. «Впереди форт Пилострина», — пробормотал он. Интересный случай, произошедший с Эрвином Роммелем на передовой, описал в своей книге «Вторая мировая война» Лидл Гард. 24 ноября Роммель достиг границы у Биршеферзена, покрыв за 5 часов расстояние в 60 миль по пустыне. Он сразу же выслал вперед боевую группу с задачей прорвать заграждение на границе и перехватить пути возможного отхода 8-й британской армии. Немного проводив боевую группу по намеченному маршруту, Роммель решил вернуться назад. Неожиданно в его машине отказал двигатель. К счастью, мимо в своей командирской машине случайно проезжал Крувел. Но наступали сумерки, а его водитель никак не мог найти проход в проволочном заграждении. Таким образом, Роммель и Крувел вместе с начальниками штабов провели ночь в расположении английских и индийских войск. Их спасла только естественная привычка простых солдат не тревожить спящих генералов. Командирская машина Крувела была трофейной, и это обстоятельство помогло Роммелю и Крувелу на рассвете ускользнуть и беспрепятственно добраться до штаба 21-й танковой дивизии. В завершении видео приведу яркое описание перебывания Роммеля на передовой, сделанное военным журналистом Лутцем Кохом. Роммель разъезжал по позициям в легком бронетранспортере, который в лучшем случае мог защитить от осколков и пуль, выпущенных из стрелкового оружия. Он исколесил весь передний край под артиллерийским огнем, бомбежкой и охотившимися за одиночными машинами штурмовиками британских ВВС. Он сам находил слабые места в обороне противника, намечал стрелковые и артиллерийские позиции, указывал саперам танкоопасные направления, перебрасывал осадную артиллерию. Нам, сопровождающим его журналистам, казалось, что он все время в пути. Если вам понравилось это видео, предлагаю посмотреть 2 другие серии про тактические уловки Роммеля и малоизвестные факты из его биографии. Также, по традиции, прошу поддержать видео лайком и 2-3 комментариями из 5 слов.